Всем привет! Вы на канале Dev Kitchen. Я Егор. Продолжаю делать свою игру и делиться с вами результатами разработки. Как и обещал, сегодня я покажу вам дерево поведения. Нет, это не то дерево, на котором вешают провинившихся программистов. Дерево поведения – это концепция, используемая в игровой разработке для управления поведением объектов. Оно представляет собой иерархию узлов, каждый из которых выполняет определенную задачу или проверяет какое-то условие. Давайте посмотрим, как это выглядит в редакторе. Погнали! Чтобы управлять поведением объекта через дерево поведения, надо повесить на игровой объект специальный компонент Behavior Tree Component и прокинуть в него ссылку на конфиг с настройками дерева. Настройки дерева записаны в Scriptable Object. А у него внутри прикреплены Scriptable объекты с настройками конкретных узлов. Двойным кликом открывается редактор этого дерева. В левой части редактора мы видим инспектор, а в правой части конфигуратор дерева. Наше дерево начинает расти с корневого узла, а к корневому узлу прикреплен узел селектор. Задача селектора – пробегаться по всем узлам слева направо, до тех пор, пока он не найдет какой-то узел, который вернет ему статус Success. Конкретно к этому селектору прикреплены два condition узла. Задача условного узла – проверять какое-то условие. Если мы выберем условный узел, то в инспекторе появятся его настройки. Конкретно этот узел проверяет, не оглушен ли в данный момент объект. Если в момент проверки объект окажется оглушенным, то селектор выберет эту ветвь поведения. И мы перейдем в состояние оглушения, где у объекта нет включенных специфических компонентов. А этот условный узел убеждается в том, что объект в данный момент не оглушен. И в таком случае селектор выберет эту ветвь поведения. Дальше следует очередной селектор, который выбирает две ветви поведения. В одной у нашего объекта есть цель, в другой у объекта в данный момент нету цели. Если цель найдена, то мы проверяем, находится ли она в зоне атаки или нет. Если в данный момент цель атаковать можно, то мы переходим в состояние атаки, где включается компонент атаки. Если же наша цель находится за пределами радиуса атаки, то включается поведение преследования. Если же в данный момент у нас нету цели, то селектор смотрит, находится ли этот объект на стартовой позиции или нет. На стартовой позиции он включает состояние idle, а если он еще не пришел к стартовой позиции, у него будет включено специальное состояние движения к стартовой позиции. Это примитивное тестовое дерево поведения, которое просто показывает принцип работы системы. В дальнейшем, когда я буду добавлять уникальных юнитов в игру, я буду расширять эту систему. Я буду добавлять новые типы узлов и создавать уникальные механики. А в рантайме я могу в режиме реального времени наблюдать за тем, как работает дерево. В рантайме у компонента дерева поведения появляется специальная кнопка, открывающая окно отладки. В этом окне мы видим то же самое дерево, только у него подсвечены активные в данный момент узлы. В данный момент у выбранного мной противника включено состояние idle, то есть в этом состоянии он ничего не делает, потому что он стоит на стартовой позиции, у него нет цели и он не оглушен. Но если мы начнем бегать по полю и этот противник нас увидит, его модель поведения изменится. Осталось только понять, какой это враг, и найти его. Вот. Он нас увидел, у него появилась цель. И дальше он уже смотрит, цель находится в зоне атаки или нет. Вот. Мы вышли из зоны атаки, он нас не видит, цель далеко. И он перешел в состояние idle, перед этим вернувшись на стартовую позицию. Теперь быстренько посмотрим, как это все выглядит в коде. Все начинается с компонента Behavior Tree Component, который висит на игровом объекте. В этом компоненте мы указываем соответствующий конфиг с настройками. Конфиг с настройками дерева представляет из себя просто список узлов и функционал доступа к ним. Сам узел – это тоже Scriptable Object. И в базовом виде он имеет лишь идентификатор, какое-то описание, приоритет исполнения и позицию на графе. А у базовой модели узла есть ряд наследников. В первую очередь это узел действия, который в данный момент представлен лишь узлом состояния. Узел состояния отвечает за включение или выключение каких-то компонентов на игровом объекте. И в его данных содержится список таких компонентов. Также есть условный узел, который содержит список условий, необходимых для успешного выполнения данного узла.
О том, как настраиваются и проверяются условия, вы можете посмотреть в моем видео про стейт-машину. Я там все подробно рассказывал. Дальше у нас идут составные узлы. И главная особенность в том, что к ним могут быть прикреплены сразу несколько дочерних узлов. И различные реализации составных узлов обрабатывают свои дочерние узлы по-разному. У меня сейчас реализовано 3 вида составных узлов. В модели данных составных узлов у меня указан лишь тип этих узлов, потому что вся логика определяется на уровне контроллера. И дополнительных данных им для этого не нужно. Итак, в момент инициализации компонент дерева поведения обращается к статическому помощнику, чтобы собрать это дерево и получить его контроллер. Этот помощник пробегается по конфигу дерева, и на основании заложенных в нем данных он создает все необходимые узлы, после чего строит дерево и настраивает связь между этими узлами. Созданное дерево он прокидывает в контроллер дерева поведения. Контроллер поведения в Core Update выстраивает цепочку активных узлов. Дальше он обновляет свои внутренние кэши, необходимые для оптимизации его работы, после чего он уже работает с текущими активными узлами действия, вызывает у них дальше по цепочке Core Update, кастомные апдейты и прочие апдейты. Чтобы узлы работали, им нужны не только данные, но им нужны еще и контроллеры. И базовый контроллер узла определяется классом NodeController. У него есть ряд отладочных членов, которые используются только в редакторе в режиме отладки. Также ряд базовых полей, ссылки на дочерние узлы и так далее. От него уже наследуются конкретные контроллеры узлов, такие как узел действия, от которого наследуется узел состояния. У узла состояния внутри есть state-контроллер, который будет управлять активностью компонентов, которые мы указали в конфиге дерева поведения. Также через state-контроллер он будет дергать у них различные методы обновления. Условный узел на основании заданных в его конфиге условий создает валидатор. Этот валидатор дальше будет проверять указанные условия, и если это условие выполняется, нода будет встраивать себя в цепочку. Составной узел в базовом варианте содержит просто список вложенных узлов, а также методы обновления этих узлов. А вот логика обработки этих узлов уже скрыта в конкретных наследниках составного узла. Например, параллельный узел будет выполнять параллельно все вложенные в него узлы, и его работа будет считаться успешной, если определенное количество вложенных узлов будет выполнено успешно. Избирательный узел будет выполнять первый успешный узел в списке, а последовательный узел будет по очередности выполнять все вложенные в него узлы. Система может показаться сложной и громоздкой, но с учетом всех выполненных мной оптимизаций она работает достаточно шустро. Я для примера собрал тестовую сборку, где на сцене располагается 500 юнитов. И с учетом записи видео у меня игра показывает сотни FPS. И это при условии того, что большую часть времени занимает не логика дерева поведения, а сторонние компоненты. Само дерево поведения на эти 500 юнитов отхватывает около 2-3 миллисекунд процессорного времени. Вот таким образом у меня устроено дерево поведения, которое в будущем позволит мне создавать разнообразных юнитов с уникальными механиками, с уникальным поведением. Система получилась очень гибкой и легкой. А теперь я вас приглашаю в комментарии, где вы можете задать вопросы или рассказать о том, как вы настраиваете поведение у ваших игровых объектов. А в следующем видео я покажу использование вычислительных шейдеров и о том, как можно оптимизировать приложение, перекладывая нагрузку с центрального процессора на видеокарту. И чтобы не пропустить это видео, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Спасибо за просмотр. Всем пока.